Всем привет! Что-то я давно вам ничего не снимала, ребятки. Ну, в первую очередь мне мешал этот маленький демон. Вот этот вот. Это абсолютно никак не связано с тем, что я ленивая задница. Нет. В последнее время моя жизнь состоит из вот этого волкодава и близлежащего сквера. А что, если бы она была котом, в этом списке бы даже сквера не было. Сидишь себе дома, смотришь на кота. Что еще надо? Поэтому я не знала, что вам еще показать и рассказать, а потом решила, ну, про них и расскажу. Дома, асфальт, много асфальта. А где мне пописать? И вот среди всех этих домов есть сквер. Сейчас мы в него и придем. И не спешите думать, что это такой уж обычный себе сквер. Я бы вам про совсем обычный рассказывать не стала. Что? Почему я не умею моргать? Дороги. Влюбленная в Игги собака. И вот он. St. John's Gardens называется. Давай, веди. Первое, что мы видим, это, конечно же, сам сквер. И сразу же инструкция к применению, как им, собственно, пользоваться. От часов работы до различных правил. Вот, например, знак того, что за собачками своими нужно убирать. А кто вдруг не умел там парком пользоваться, вы мне маякните, я вам по электронке инструкцию скину. По электронке. Или позвоню на мобильник. Люблю устаревшие слова. И никто мне не может этого запретить. А ознакомившись с инструкцией, также можно здесь пронаблюдать вот такую вот специализированную курилочку для людей, предпочитающих покуривать. Я не знаю, кто здесь предпочитает покуривать, потому что сколько тут стоят сигареты, даже самый заядлый курильщик бросит, я думаю. Валера, ты не будет сигаретки стрельнуть? В смысле стрельнуть? Расписку пиши. Дальше. Здесь клумбы и множество пальм. Центром композиции является фонтан, к которому мы сейчас и направляемся. Фонтанчик, у которого целуются рыбки. Это же рыбки, да? Вроде рыбки. Травка, газончики. Собачкам здесь очень приятно. Но я вам скажу, и людям здесь очень нравится, потому что здесь есть лавочки, которые я вам сейчас тоже покажу. Лавочки, прикиньте! Лавочки! Ну и ну! Как вы поняли, после 2 недель сидения с собакой меня очень легко впечатлить. Вот такое вот маленькое место, где можно просто прийти на ланч, выпить кофе, выгулять собаку, посидеть, подумать о жизни и понаблюдать, как льется фонтан. Но слушанием фонтана сильно не увлекайтесь, так как туалет в этот замечательный сквер не включен. Ну что, всяко в жизни бывало. Также небольшая особенность, на которую я бы никогда не обратила даже внимания, если бы мне не указали, это наличие могил по краю этого сквера. Они могут выглядеть вот так, или вот так даже, или даже вот так, вот по краю, вот в виде таких вот плит. Раньше в Лондоне, когда кладбища переполнялись, надгробия просто сдвигали в стороны и делали из них парки. И вот этот сквер один из них. Делайте теперь с этой информацией что хотите. Жизнь, смерть, все рядом. Здесь пьешь кофе, там могилы. Хорошее место на самом деле. Мне приятно. Игги полезно. Ну а теперь, наконец, немного больше информации о моей временной спутнице, которая вот чувствует себя, по-моему, очень комфортно. Зовут ее Игги. Нам ее дала кузина моего мужа на время, пока та улетела отдыхать. Спасибо, Полина. Я знаю, ты это смотришь. Сарказм это или нет, узнаем совсем скоро. Что полезного я смогла для себя вынести? Итак, плюсы и минусы собаки в Лондоне. Плюсы. Люди вокруг думают, что ты англичанка или как минимум опытный местный житель. How are you guys? Минусы. Люди вокруг думают, что ты англичанка или как минимум опытный местный житель. Гайс, что началось? Давайте полегче, окей? И ты с собакой. И они не стесняются говорить с тобой. Так, я, конечно, очень рада, что наши собачки подружились, но я вот ни хрена не поняла только что. Поэтому have a nice day, как говорится, не болейте. Игги за мной.
Новые навыки – это всегда плюс, безусловно. Тем более, когда ты освоил пакетики для собачьих сюрпризиков. Я не знаю, насколько ты довольна собой, но у меня уже получается немножко лучше зато. Да, это то, что вы подумали. Но зато при умении обращаться с такими пакетиками вы вправе выгуливать собаку практически везде. Весь мир у ваших ног! Почти в любом парке, сквере, да и вообще просто на улице есть пакетик. Гуляй где угодно вообще. Другой вопрос, где она захочет. Еще один безусловный плюс – вы можете завести много новых друзей в животном мире. И это могут быть не только собаки. Здорово, Олег, привет. Если вы продвинетесь дальше сквера в парк, то там вас ожидают и другие представители фауны, с которыми может захотеть пообщаться ваш четвероногий друг. Иги не очень импонирует лебедям. В них вселяется сатана, о господи, спасайте пса! Они что, хрюкают? Ты чё на мою собаку тут быкуешь? Лондон – город дружелюбных птичек. Минус. В Лондоне или где-либо еще, пожалуйста, не совершайте моих ошибок, не обольщайтесь. Не думайте, что если ваши 150 предыдущих собак не грызли ваши вещи, то и это не станет. Щенки умеют удивлять. Алло, мам. Кажется, до этого вечера я не знала, что такое боль. Минус это, а для кого-то может и плюс. Будьте готовы к паранормальным явлениям. Ваш дом может посетить самый настоящий полтергейст. Ваши вещи могут начать перемещаться сами по себе абсолютно непонятным образом. Вот как мой тапок здесь оказался, а? Я уходила, его здесь не было. Что ты лежишь, как будто бы ты здесь ни при чем? Как он здесь оказался? Понятненько все. Плюс. Скука вам больше не знакома. На смену соцсетям и надоедливым сериалам приходит теперь гораздо более прикольное развлечение. Вы просто можете наблюдать за собакой. Если бы на Кинопоиск можно было добавить наблюдение за собакой, у него были бы очень большие рейтинги. Главный минус. Минус с большой буквы М. Приготовьтесь стать рабом. Ведь у вас появится явное чувство, что в доме есть какое-то гораздо более могущественное существо. Ты думаешь, что если ты черная лежишь на черном, то тебя не видно? Ты мастер маскировки? А нет, тебе просто наплевать. Ты королева бала, да? Ты хозяйка в этом доме. Где хочу, там и лежу. Гладь мне пузо, гладь. Не могу, повинуюсь. Не могу противостоять этой силе. Ну а теперь главный плюс. Главный плюс собаки в доме. Вечером, когда эта малышка кладет вам свою мордочку на коленку, вы чувствуете блаженство, несравнимое ни с чем на земле. Собака – это счастье. И нервы. Ну и счастье. Ну и нервы. Это что ж, получается, у меня такой собачий тест-драйв. Сейчас попробуем, а там посмотрим. Очень удобно. Интересно, а с детьми так можно? Больше-то и рассказать особо нечего. С собакой сижу. Разве что завтра я иду учиться в колледж. Ну, это уже совсем другая история. Ну, а как же ты ее узнаешь, если на канал не подпишешься, да и лайк не поставишь? Никак. Надо подписываться. Такие дела. Будем снимать видео? Ты затмишь меня, признавайся. Да, ты готова. Погнали. А как же я? А как же я? Главный плюс собаки в доме. Вернись, пожалуйста. Делайте. И снова забежала в клумбу. Стой! Давно вам ничего не снимала, ребятки. Ну, ну, Иги, ну, блин, опять. Да я за эту одну секунду, иначе могу клуб арендовать. Ну что ты, Иги, что я несу? Ты когда-нибудь устаешь? Ну, хоть когда-нибудь.
слушается меня. И прочим другим глупым развлечениям. Но слушанием фонтана сильно не увлекайтесь, так как туалет, туалет, ну вот что это? Ну что с этим животным? Иги, пошли домой.